Привет, друзья! Этот канал об интересных фактах и событиях. Турция – одна из немногих стран, где пастушьи собаки на протяжении тысячелетий сохраняли не только рабочие качества, но и изначальную функцию – защиту стада от волков. Самый известный волкодав Турции – это Кангал. В этом видео мы расскажем вам о нем и о его братьях – Акбаш, Аксарай-Малаклы и Карской овчарке. А также попробуем поставить точку в вопросе, кто же все-таки сильнее – волк или волкодав. Давайте рассмотрим все 4 собаки по отдельности. История происхождения. Кангал – самая известная собака среди турецких волкодавов. Его корни уходят в Центральную Анатолию, где на протяжении веков собаки сопровождали кочевников, охраняя стада от волков, шакалов и других хищников. Это не декоративная порода. Отбор всегда шел по принципу эффективности. Выживает и остается работать только сильнейший. Исследование ДНК показало, что ближайшими генетическими родственниками кангала являются собаки из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Афганистана. Ученые предполагают, что предки кангала были завезены в Турцию кочевыми тюрками. Порода эволюционировала под суровый климат Анатолийского плато. Жаркое сухое лето, холодная дождливая зима, а также кочевой образ жизни требовали выносливости и крепкой психики. Пастухи использовали кангала как охранника против хищников, а его размер и окраска подбирались так, чтобы собака максимально сливалась со стадом и была менее заметна для хищников. Акбаш – древний анатолийский тип, отличающийся белой шерстью, которая помогает маскироваться на пастбищах. Он распространен на западе Турции, где пастбища более густые и влажные. Акбаш ориентирован на зоркость и маневренность, что делает его эффективным сторожем и наблюдателем. Акбашская овчарка считается турецким аналогом белой пастушьей собаки, широко распространенной в Южной и Восточной Европе. Учитывая миграцию пастушьих собак с востока на запад, от пиренейской горной собаки до куваса, Акбаша можно считать прародителем многих этих белых собак. Аксарай-Малаклы родом из провинции Аксарай в сердце Турции, в регионе Каппадокия, центральной части Анатолийского плато. Предков Аксарай-Малаклы могли использовать ассирийцы как боевых собак более 3500 лет назад. Существует версия, что собаки этого типа были привезены шумерами или центральноазиатскими племенами на территорию Месопотамии, а затем попали на Анатолийское плато. По другой версии, предки породы могли быть связаны с анатолийским львом, вымершей молосоидной линией, использовавшейся для охраны. Генетическая уникальность подтверждает, что малаклы – это не просто большой кангал, а самостоятельная порода. Она стала известна широкой публике лишь недавно. Во многом это связано с тем, что заводчики годами продавали своих щенков малаклы под видом кангала и продвигали их как таковых. В результате люди по всему миру даже не знают, что их собаки – малаклы. Карская овчарка сформировалась на северо-востоке Турции, в регионе с суровым климатом. Это аборигенная пастушья собака. Из области Карс и соседних провинций существуют близкие родственные связи с грузинской горной собакой Нагази. Регион Карс характеризуется долгой снежной зимой и морозами. В таких условиях от собак требовалась высокая устойчивость к холоду, что привело к развитию густой двойной шерсти и мощных крепких конечностей. Карские овчарки исторически патрулировали большие пастбищные территории, выступая в качестве защитников скота от хищников. Все они, кроме кангала, признаны лишь турецкими кинологическими организациями, а международные клубы нередко относят их к обобщенной группе – анатолийские овчарки. Физические характеристики и темперамент. Анатолийская овчарка-кангал – собака среднего и крупного формата, с мощной, но сухой мускулатурой. Рост составляет до 85 см, а вес до 75 кг. Существуют отдельные крупные экземпляры весом до 100 кг. Характерная черта породы – черная маска на светлом песочном, рыжем или сером фоне шерсти. Хвост высоко поставлен и часто закручивается кольцом. Кангал – собака рационального поведения и охранник-аналитик.
Он не действует импульсивно. Сначала оценивает расстояние, направление ветра и поведение хищника. Если волк держит дистанцию, кангал не бросается в погоню, его задача — предотвратить угрозу. Кангал работает в связке с другими собаками, использует стратегию блокирования и старается навязать хищнику лобовую конфронтацию, экономя силы и избегая бессмысленных рывков. Он менее взрывной, чем кавказская овчарка, но более расчетлив, что делает его особенно эффективным в открытых степях. Кангал является национальным символом Турции и охраняется государством. Племенные линии контролируются местными ассоциациями. Служил в армейских подразделениях и сельской жандармерии как патрульная и охранная собака, отличается выдающейся выносливостью. Способен сопровождать стадо сутками, проходя десятки километров в день. Всех собак с черной маской на морде называют карабаш, что в переводе с турецкого означает «черная голова». Акбаш — более легкая турецкая охранная собака по сравнению с кангалом. Рост составляет до 81 сантиметра, а вес — до 64 килограммов. Окрас исключительно белый, что дает преимущество при охране стада ночью. Шерсть бывает короткая или длинная, в зависимости от региона и условий содержания. Акбаш отличается высокой скоростью и маневренностью. Он действует быстрее и легче, чем кангал, реагирует первым и поднимает тревогу при приближении хищника. Часто работает как диспетчер стаи, первым замечает угрозу и направляет остальных собак, обеспечивая эффективную защиту скота. Благодаря своей зоркости и скорости Акбаш стал востребованной собакой-пастухом в Северной Америке, как защитник от койотов. Название породы Акбаш в переводе с турецкого означает «белая голова», отражая характерный окрас этой собаки. Турецкий мастиф Аксарай Малаклы — очень крупная и тяжелая собака-защитник стада, с мощным костяком и крупной головой. Малаклы крупнее кангала, разница особенно заметна в голове. Рост составляет до 95 сантиметров, вес — до 85 килограммов, хотя иногда встречаются представители до 120 килограммов. Шерсть короткая, не прилегает плотно к телу, иногда описывается как плотная двойная. Окрас может быть песочный, желтый, рыжий, черный, а также двухцветные малаклы действуют медленнее, чем кангал, но их роль — удерживание и впечатляющая сила давления. Они часто располагаются ближе всех к стаду, особенно когда овцы неподвижны, формируя линию защиты. Название малаклыс происходит от турецкого слова «малак», означающего «губа». Оно отражает характерные свисающие губы собаки. Благодаря внешнему сходству его часто путают с кангалом, но малаклы значительно крупнее и массивнее. В Турции его называют Анадолу Асланы, что переводится как «анатолийский лев». В городе Аксарай установлена большая скульптура собаки, символизирующая ее как анатолийского льва. Карская овчарка — крупный северный тип охранной пастушьей собаки с длинной густой двойной шерстью, которая хорошо защищает от холода и оптимизирована для длительной работы зимой. Средний рост составляет 72 сантиметра, средний вес — около 45 килограммов. Цвет шерсти разнообразен — черная, серая, желтая или коричневая с частыми белыми отметинами на груди, шее и конечностях. Карская овчарка сочетает зоркость с плотной обороной. Она привыкла патрулировать большие участки в заснеженной местности и хорошо ориентируется в суровом рельефе. Эти собаки отлично переносят морозы и способны работать при температурах ниже минус 20 градусов Цельсия. Друзья, в видео используются иллюстрации, созданные автором. В нашем портфолио собраны все породы собак. Если вы хотите ознакомиться с ними или приобрести для личного либо коммерческого использования, переходите по ссылкам в описании канала. А мы продолжаем. Взаимодействие с человеком и обучение. Все 4 породы признают только спокойного и уверенного владельца. Грубое обращение делает этих собак недоверчивыми, а чрезмерная мягкость — неуправляемыми. В семье кангал и другие анатолийские собаки ведут себя спокойно, но всегда сохраняют контроль пространства. Незнакомые люди оцениваются природно настороженно. При правильном воспитании и социализации они становятся надежными, устойчивыми и безопасными компаньонами. Все анатолийские собаки — не командные породы. Их интеллект направлен не на выполнение приказов,
а на принятие самостоятельных решений в условиях неопределенности. Сохранение спокойствия в стрессовых ситуациях. Отказ от бессмысленных действий. Волкодав против волка. Во всех 4 породах присутствует характерная особенность – отсутствие панического страха перед волком. Это результат многовекового отбора. Они известны тем, что не избегают прямого контакта, умеют выдерживать давление крупного волка, работают не в ярости, а в ясности. Стратегия – не догонять, а встретить и остановить. Благодаря густой шерсти на шее и развитию мышц плечевого пояса собаки получают естественную защиту при лобовой атаке. Друзья, на просторах интернета, в видео и в комментариях к ним, мы часто видим неподдельный интерес к теме крупных собак, охранников стад, таких как волкодавы. Вам интересна тема, которая раскрывает их способность справляться с волком? Это действительно увлекательный вопрос. Давайте попробуем разобраться в нем. Для начала немного отвлечемся от собак и от волков. Представьте себя мужчиной средних лет. У вас есть жена и дети. Ситуация банальна и проста. Посреди ночи к вам в дом, человеку неагрессивному, доброму, любящему своих детей, врываются чужие недобрые люди. Неважно, с целью ограбления или с какими-то другими явно плохими намерениями. Результат такой ситуации может быть разным, в зависимости от множества факторов: количества нападающих, их подготовки, вооружения, целей, а также вашей подготовки и темперамента. Ясно одно: в любом случае вы будете иметь намерение защищать. Вы на своей территории, они вторглись в ваш дом. При этом в обычной жизни, идя с работы и увидев подозрительных людей на улице, вы вряд ли бы накинулись на них с кулаками. Это не ваша забота и не ваш интерес. Ваш интерес – это дом и семья. Теперь проведем аналогии. Собака и волк – это как вы и грабитель. Любой волкодав – это собака, способная дать отпор волку у себя дома или там, где ее хозяин и где ее кормят, на той территории, которую она считает своей. Волк же руководствуется лишь чувством голода. И чем сильнее это чувство, тем отчаяннее его нападение. Чувствуете сходство с грабителями? Чем выше их мотивация, тем тяжелее вам придется. Но тут нужно сказать пару слов о самих волках. Это хищники, а не гладиаторы. Они умеют добывать себе еду как в одиночку, так и в команде. Они настолько умны, что не идут на риск. Раненый волк – обуза для стаи. Он не выживет, если не сможет охотиться. И он об этом как-то знает. Так устроен мир. Если ваши симпатии на стороне собаки и в целом на стороне добра, то я вас понимаю. Итак, если волк один, а собака на цепи, он обязательно убедится, что легко справиться с ней, и тогда она погибнет. Если волков много, а собака одна, у нее шансов почти нет. Защищая дом, она, встав у них на пути, скорее всего, тоже будет убита. Если собак 2 и больше, шансы увеличиваются. Предвосхищая ваш вопрос. 1 на 1. Все зависит от 2 факторов. Первый. Чья территория? Представьте, что собака заблудилась и оказалась одна в лесу или в степи, да еще ночью это время волков. Защищать ей некого, кроме себя. И ее поведение будет сильно отличаться от того, как она охраняет дом. Даже если собака будет голодная, вряд ли она пойдет на охоту. Скорее, она попытается вынюхать какие-нибудь останки животного. А уж встретив волка в такой ситуации, вы ее, скорее всего, вообще не узнаете. Она обратится в бегство и будет отбиваться. Но собака умная и понимает, что один волк — это временно, и скоро их станет больше. Это их территория. Второй фактор — размеры. И собак, и волков. В случае волка важнее не столько размеры, сколько его возраст и статус. Волки достигают половой зрелости примерно в 2 года. Настоящий матерый волк – это тот, кто освоил социальную иерархию стаи, умеет охотиться, защищать территорию и заботиться о потомстве. Эти навыки появляются к 3-5 годам. Никакому волкодаву матерого волка, скорее всего, не взять. Если он голоден, собака, какая бы ни была, для него просто еда. И наоборот, если это молодой волк или самка, меньшая по размеру, и на территории собаки, шансы волкодава выравниваются, но все равно остаются ограниченными.
В отличие от собак, которые в схватке в основном кусают противника, чтобы заставить его отступить или подчиниться, волк может показаться трусливым или слабым. Но это обманчиво. Как только возникает удобный момент, он атакует точно и в самые уязвимые жизненно важные места – нос, шею, пах, живот. И не каждый владелец волкодава способен натаскать собаку на волка. Для этого нужны сами волки, отловленные для травли. Навыки убивать у собаки будут приобретены и не передадутся по наследству, в отличие от волка. Очевидно, что собаки-волкодавы не боятся волков, в отличие от многих других пород, которым запах волка внушает ужас. Исходя из вышесказанного, наше мнение, что собака-волкодав сильнее, но победит волк. А как думаете вы? Напишите в комментариях. В заключение можно сказать, что турецкие волкодавы – результат тысячелетней работы человека и природы. Кангал, Акбаш, Малаклы и карская овчарка – разные по типу, но объединенные одной задачей – защитить стадо любой ценой. Работа этих собак – часть истории человечества. Они продолжают выполнять ее и сегодня. Возможно, вам будет интересно посмотреть видео о кавказском и среднеазиатском волкодавах, питбуль-терьере и других породах собак. Переходите на канал, подписывайтесь, ставьте лайк, делитесь комментариями. О каких собаках вы бы хотели увидеть следующее видео? Для тех, кому удобнее смотреть видео на английском, переходите на Heart Inside You English. Спасибо за то, что были с нами. До новых встреч!